А спонсор сегодняшнего ролика – мой Инстаграм. Подписывайся на мой Инстаграм. Под каждым постом интересная история, свежие новости в ежедневных сторис и еще много всякого интересного. Впереди вас ждет небольшой сюрприз, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы поговорим про уровни поддержки и сопротивления. Вы давно меня просили записать ролик, обучающий для самых, так сказать, новеньких, кто только пришел в мир криптовалют и еще не знает, как проводить аналитику графика. И как раз мы сегодня начнем с азов, так сказать, с самого начала, что нужно знать человеку, который только что пришел в мир криптовалют. Я считаю, что начинать нужно именно с уровней поддержки и сопротивлений. Вторым уроком мы проведем урок по японским свечам. Ну а сегодня мы поговорим про уровень поддержки и сопротивления. Не судите, пожалуйста, строго, потому что понимать это все и уметь рассказать правильно — это немного разные вещи. И где-то я могу быть неточным или что-то забыть, что-то не учесть. Потому что у меня в голове это все и так является очевидными вещами, поэтому я просто могу что-то не учесть. Итак, что же у нас является уровнем поддержки и сопротивлений? Давайте я нарисую несколько уровней, и дальше мы уже с вами их обсудим. Итак, друзья, я нарисовал несколько уровней. Что же они значат? Давайте для начала сразу же определю, что уровень, он не является просто линией, как я это нарисовал. Уровень скорее является вот таким вот, например, давайте, где это будет нагляднее, наверное, вот здесь все-таки. Он является примерно вот такой полосой, примерно вот так. То есть он отрабатывает не ровно, что об эту линию цена отталкивается и сопротивляется ей, а это может быть определенный промежуток цены, например, вот от 61 800 там, до 61 500. И на протяжении всего этого уровня, то есть будет происходить вот это вот сопротивление или поддержка. Так, это мы уяснили. Итак, что же у нас такое уровень поддержки, а что такое уровень сопротивления? Уровень поддержки — это когда цена у нас пришла к определенному уровню и оттолкнулась от него. И она так будет отталкиваться несколько раз, когда, то есть, определенный уровень получил ретест. Ретест — это когда у нас цена несколько раз приходила к этому уровню и отталкивалась от него. Как вы видите, у нас здесь происходило отталкивание от этого уровня, здесь мы его пробили, но это такой сквиз был, можно считать его там ложным, допустим, пробитием, потому что, как вы видите, соседняя свеча полностью компенсировала это падение. Такие движения называют ложным пробитием. Поэтому мы можем не учитывать вот этот сквиз, именно как с точки зрения уровней поддержки и сопротивления, потому что следующей свечой он полностью был компенсирован. Далее, то есть здесь у нас, видите, тени свечи задевали за уровень и отталкивались. Как мы видим, вот здесь происходило то же самое. Здесь мы его пробили, и, собственно, цена вернулась. Мы его как уровень сопротивления тоже пробили, и цена отросла, собственно, дальше. Ну, тут был такой импульсный рост, так сказать, явная манипуляция. Вот здесь мы к нему возвращались. Здесь. Видите, то есть именно это называется уровнем поддержки. То есть таким уровнем, который цена вряд ли пробьет. И, скорее всего, она оттолкнется и пойдет выше. От таких уровней часто открывают сделки. Допустим, цена приходит вот сюда. Вы видите, что у вас здесь на исторических, так сказать, моментах ранее был уровень поддержки. Вот, вы здесь открываете сделку. Немного ниже уровня также смотрите, где были, допустим, тени свечей. Ставите там стоп-лосс. Там, допустим, где-то здесь, да, видите, что цена до сюда не доходила, да, и вы чуть ниже этого уровня ставите свой стоп-лосс. Это просто абстрактно, к примеру, не обязательно, то есть именно здесь, да, я вам просто объясняю, что чуть-чуть ниже свечей открываете, ставите стоп-лосс, чтобы у вас в случае чего сделка закрылась в небольшой убыток, потому что если этот уровень не выдержал, вы смотрите, куда цена пойдет дальше, где у вас находится следующий нижний уровень сопротивления. Допустим, вот этого вы ничего еще не видите. Вам нужно смотреть, наоборот, прошлое, да, что у вас было здесь ранее. А здесь ранее у нас совсем давно все было, и поэтому нам не совсем понятно, насколько глубоко будет падать цена. Да, мы можем какие-то эти уровни посмотреть, но тут ретест происходил всего там 1-2 раза, и поэтому это будет не таким явным, как когда цена происходит ретест, допустим, несколько раз этой цены. Я надеюсь, я понятно объяснил, что такое уровень поддержки. Это когда у нас цена сопротивляется на определенном уровне, отскакивает от него и происходит рост. Что же такое уровень сопротивления? Уровень сопротивления — это когда цена, наоборот, у нас не может пробить какой-то определенный уровень.
допустим, вот тут. Но это можно считать ложным пробитием, потому что, видите, следующей свечой цена полностью компенсировалась. Но, тем не менее, то есть, видите, здесь остановилась цена, оттолкнулась здесь, оттолкнулась несколько раз, пыталась делать ретест, и снова у нее не получалось, она отталкивалась. То есть, поднималась к этому уровню, снова не получалось его пробить, и она отталкивалась. То есть, каждый уровень сопротивления впоследствии может стать уровнем поддержки. Это происходит тогда, когда цена пробивает этот уровень, а после этого, когда она падает, она об него отталкивается и уходит вверх. Вот, допустим, у нас сильный уровень сопротивления, видите, мы к нему пришли, оттолкнулись, пришли, оттолкнулись. Причем это приводит к довольно глубоким коррекциям. Сейчас мы также пришли к этому уровню и оттолкнулись немного вниз. То есть по таким уровням можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Но уровни никогда не являются, как сказать, главным индикатором определения, куда пойдет цена. Это все нужно, естественно, комбинировать с различными инструментами. Это нужно смотреть на разных таймфреймах. Например, это у нас одночасовой таймфрейм. Что это такое? Это когда каждая свеча вот это является одним часом. То есть каждая свеча это у нас 1 час. Это 1 час, это 1 час, это 1 час. Чем старше будет таймфрейм, тем более сильными будут являться эти уровни, как поддержки, так и сопротивлений. То есть если у нас на 15-минутном таймфрейме много этих уровней, то чем дальше мы будем отходить на более старшие таймфреймы, тем они будут менее значительными. Чем старше таймфрейм, тем сильнее работают уровни. То есть, если мы здесь на дневке, давайте я сброшу, чтобы немного это лучше было видно. Видите, на дневке каждая свеча 1 день. Многие уровни, которые мы определили на одночасовом таймфрейме, здесь даже не читаются, они непонятны, что они здесь в принципе есть. Допустим, вот здесь. Вот здесь, если чуть-чуть еще можно где-то проследить. Допустим, вот здесь еще я вижу здесь уровень, но этот уровень, он не от теней скорее, а от свечей. Мы можем его покрасить в красный цвет. То есть уровни еще можно по разным стратегиям определять. Кто-то определяет уровни по теням свечей, кто-то по их телу, кто-то именно стратегию торговли от этого свою прорабатывает, то есть кто-то стратегически торгует от тени свечи, кто-то торгует от тела свечи. Вот это вы все с опытом позже постепенно узнаете и поймете, но самая основа это вот то, что я вам сейчас, собственно, рассказал. И чем старше будет таймфрейм, тем более сильный вы можете на нем нарисовать уровень. Если мы сейчас на однонедельном таймфрейме нарисуем уровень сопротивления, а он у нас, кстати говоря, выглядит примерно так, как выглядят все эти уровни. То есть примерно как раз таки вот так у нас и выглядит этот уровень сопротивления. Это у нас all-time high, то есть это у нас максимальная цена за все время переводится. То есть all-time high, максимальная цена за все время, то есть этой криптовалюты. Это у нас биткоин, и это у нас, собственно, вот она максимальная цена, до которой биткоин как раз дорастал. То есть если вы посмотрите сюда, то это начало года вообще. То есть вы видите, у нас каждая свеча это неделя. У нас в месяце, то есть там 4 недели, грубо говоря, да. И это у нас год целый. И это такой сильный уровень сопротивления, который как раз цена должна пробить, чтобы вырасти дальше. Ну вот мы сейчас в нем находимся, грубо говоря. Нет, конечно, это все можно нарисовать немного уже, но суть вы должны понимать, что чем старше таймфрейм, тем более сильным является уровень. Здесь даже вот мы видим, можно по телу свечи нарисовать еще вот такой уровень, к примеру. На одном часовике, на одночасовом таймфрейме мы его даже здесь не увидим. И видите, как преобразилась та маленькая полосочка на одночасовом таймфрейме у нас является такой огромной областью. Также вы должны пользоваться какими-то дополнительными средствами для технического анализа. Допустим, если взять однодневный таймфрейм и посмотреть весь этот импульсный рост, то мы можем посмотреть, где у нас были объемы с помощью вот такого инструмента. Называется фиксированный профиль объема. Допустим, мы можем взять весь этот импульсный рост от начала свечи. Я немного не тут, вот тут надо открывать. То есть от начала этой свечи и вот получается до сюда, до верха этой свечи, до конца этого импульса. Видите, здесь у нас показаны объемы, где сосредоточены максимальные объемы. Также эти объемы, то есть это объемы не только на продажу или на покупку, это общий объем и продаж, и покупок, то есть общий объем торговли. И чем больше будет объем торговли, тем более сильным уровнем поддержки или сопротивления тоже можно считать.
То есть анализировать все вместе. То есть если у нас цена сейчас выше этого уровня, то это будет неплохим уровнем сопротивления, если поддержки. Если цена будет ниже этого уровня, где-то вот сюда, если мы упадем, то этот уровень будет сильным уровнем сопротивления. Это один из инструментов. Также у нас имеется, естественно, сетка Фибоначчи. Мы об этом тоже будем разговаривать немного позже. То есть как анализировать по Фибоначчи. Так, она у меня неудобная, закрашенная, потом исправлю. Вот такой, собственно, друзья, урок получился. Я надеюсь, я понятно объясняю. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. Если я где-то ошибся, также обязательно пишите в комментариях, потому что это довольно ответственный момент, когда ты обучаешь новичков, вот, чтобы объяснить все правильно и ничего не забыть. Давайте резюмируем, что у нас такое уровень поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления — это когда цена у нас приходит к уровню и от него отталкивается несколько раз. Что такое уровень поддержки? Уровень поддержки — это когда цена у нас приходит к определенному уровню и от него отталкивается вверх. Это является уровнем поддержки. То есть от этих уровней можно открывать сделки, но всегда используйте несколько инструментов для аналитики, потому что одни только уровни не могут являться, так сказать, основополагающим тому, чтобы открывать сделку в лонг или в шорт, допустим. Ну, просто вы должны понимать, что если у вас уровень, вы пришли к уровню сопротивления, да, вот сюда, допустим, вы подходите, и вы понимаете, что у вас здесь был уровень, который вы раньше не смогли пробить. И вот так же, то есть раньше этот уровень был у нас поддержкой, потом он стал уровнем сопротивления, и вы понимаете, что если вы его не пробили, то вам можно попробовать открыть шортовую позицию и забрать движение вниз, потому что от этого уровня цена оттолкнется и пойдет вниз. Но это не должно быть основополагающей для открытия вашей сделки. Вы должны обязательно посмотреть разными инструментами этот уровень, чтобы понимать, где вам ставить стоп-лосс. Допустим, короткий стоп-лосс где-нибудь выше свечей, выше теней, да, где-нибудь вот здесь, на уровне 63 900, что если цена все-таки пробьет этот уровень, что сработает стоп-лосс и закроет вашу сделку в небольшой убыток, чтобы вам не потерять все деньги, если цена все-таки импульсно, так же как и росла, пойдет дальше вверх. А так, получается, вы могли здесь забрать хороший шорт. Но снова же, вы не видели всего этого графика, то есть это для вас было вот так, и вы не понимали, то есть открывать вам или нет. Вы можете проанализировать старые уровни и уже понимать, что, возможно, здесь будет уровень, где цена будет сопротивляться. И вот время шло, вы видите вот эту последнюю свечу и понимаете, что сейчас произойдет то, что произойдет. Либо здесь отталкиваемся и открываем шорт-позицию, либо пробиваем и ничего не делаем. Я надеюсь, я понятно объяснил. На сегодня, я думаю, все. Пишите в комментариях, если вам что-то непонятно. Будем рассматривать на других уроках, либо я буду снимать дополнительные, если я что-то сильно упустил, по этой же теме. Всем спасибо, друзья. Всем счастливо. Всем пока.